Всем привет! Недавно мне на глаза попалось видео с концерта памяти Криса Корнелла. Даже если вы никогда не увлекались гранжем, то вы наверняка знаете песню You Know My Name из фильма «Казино Рояль». Или песню Be Yourself группы Audioslave. Вернемся к концерту. Кроме Металлики, Джека Блэка и Майли Сайрус на концерте выступал Дэйв Гролл, некогда барабанщик группы Nirvana. Когда я увидел Гролла, я подумал о том, что неужели все вокалисты сиэтловских гранжевых групп умерли? То есть в 2017 году Soundgarden, в 2002 году Alice in Chains, в 1994 Nirvana, Pearl Jam. Вот с Pearl Jam не все так просто. Сегодня поговорим про то, как группа Metal Love Bone должна была стать четвертым столпом сиэтловского гранжа, и при чем тут Крис Корнелл. Меня зовут Рома, это канал Rockabye про истории рок-групп, и мы начинаем. К середине 80-х годов в Сиэтле сформировалась большая рок-сцена, правда, никому не нужная за пределами самого Сиэтла. Два друга, Крис Корнелл и Эндрю Вуд, пели в разных группах и пытались подписать контракт с лейблами. Корнеллу удается вместе с Soundgarden это уже в 1987 году, а Вуду удается попасть только на сборник Deep Six 1986 года, который не имел никакого коммерческого успеха, но зато считается одной из первых записей гранжа в принципе. Вуд с музыкантами из других групп решает собрать новую группу, и уже осенью 1988 года Metal Love Bone подписывает контракт с Polygram, таким образом становясь первой гранжевой группой, которая подписала контракт с мейджор-лейблом. На самом деле сложно назвать их музыку гранжем, потому что в то время такого понятия в принципе не существовало. Вуд вдохновлялся вокалистами рок-групп 70-х годов, хотя музыкально группа звучала больше похоже на что-то из начала 90-х. Весь 89-й год группа Крис Корнелл, узнав о смерти друга, пишет в память о нем несколько песен. Сперва он хотел выпустить их синглом самостоятельно, но потом решает пригласить на запись гитариста и басиста уже несуществующей Metal Love Bone. Госсард и Амент на тот момент не знали, хотят ли они продолжать заниматься музыкой, но все-таки согласились на предложение Корнелла. Позже в интервью Амент скажет, что это предложение Корнелла было очень вовремя и помогло им продолжить заниматься музыкой. Ребята также решают выпустить посмертный альбом группы Metal Love Bone Apple. Репетируя параллельно с Корнеллом, Госсард и Амент принимают решение создать свою собственную группу и начинают поиск вокалиста и барабанщика. Несколько своих демозаписей они отправляют своему другу в Калифорнию, барабанщику Red Hot Chili Peppers Джеку Айронсу. Айронс отказывается играть в новой группе, но обещает передать записи своему знакомому вокалисту Эдди Ведеру. Эдди Ведер был известен в музыкальной тусовке Сан-Диего как человек, который никогда не спит. Ночью он работал на заправке, днем занимался серфингом, играл в баскетбол и пел в группе Bad Radio. У группы не получалось заключить контракт, и поэтому, если вы захотите ее послушать, то вы сможете найти только демозаписи. Ведер отзывается на предложение Айронса и записывает вокал поверх нескольких демок. Когда Госсард и Амент слушают эти демозаписи, они тут же звонят Ведеру и просят его прилететь на прослушивание. В итоге Ведер уходит из Bad Radio, прилетает в Сиэтл и начинает репетировать с новой группой. Собравшись со старыми знакомыми гитаристом Майком Макриди и барабанщиком Дэйвом Крузеном, они создают новую группу, которую называют Муки Блейлок, в честь известного на тот момент баскетболиста. Судя по всему, на выбор названия повлиял именно Эдди Ведер из-за его увлечения баскетболом. Параллельно идет работа над песнями в память Эндрю Вуда. Корнелл отказался от идеи записывать сингл и решил записать полноформатный альбом, используя наработки Metal Love Bone. В качестве названия они решили взять строчку из песни Man of Golden Words и назвались Temple of the Dog.
Часто Муки Блейлок и Temple of the Dog репетировали в один день. Так как у Ведера не было больше знакомых в Сиэтле, то он оставался на репетициях Temple of the Dog. В один из таких дней, когда Крис Корнелл пытался досочинить вокал на песню Hunger Strike, Ведер взял микрофон и досочинил партию вокала. В итоге песня так и вошла в альбом, а Ведеру предложили стать полноценным участником группы и исполнить еще несколько партий бэк-вокала на других песнях. Запись альбома Temple of the Dog заканчивается в ноябре 90-го года, после чего Муки Блейлок начинают писать свой собственный материал. Уже в конце 90-го года они выступают на разогреве Alice in Chains на презентации их первого альбома Facelift, который был посвящен Эндрю Вуду, другу гитариста Alice in Chains. После этого группа подписывает контракт с Epic Records. Лейбл, боясь судебных разбирательств с самим баскетболистом, просит их поменять название. Как потом вспоминал Амент в интервью Rolling Stones, это он предложил слово Pearl. Но потом, когда они оказались на концерте Нила Янга, где каждая песня превращалась в джем, они решили добавить слово джем к Pearl. В итоге получилось Pearl Jam. В марте 91 года группа идет записывать свой первый альбом. И пока они были заняты в студии, одноименный альбом Temple of the Dog наконец выходит в свет. И хотя он получает очень хорошие отзывы, он все-таки не попадает в чарты. Но это только в 91 году. Уже в августе 91 года Pearl Jam выпускает свой дебютный альбом Ten по номеру того самого баскетболиста, в честь которого они раньше называли. На старте продажи у альбома не очень хорошие, но все меняется в 92 году, когда гранж захватывает все чарты. Тогда альбом Ten выходит на вторую строчку билборда и держится в чарте больше 250 недель, в какой-то момент даже обгоняя альбом Nirvana Nevermind. На той же волне начал продаваться и альбом Temple of the Dog. Его рекламировали как альбом участников Soundgarden и Pearl Jam, что, в общем, и было правдой. Думаю, именно тогда Pearl Jam и стали четвертым столпом сиэтловского гранжа. И именно Крис Корнелл помог ребятам из Mother Love Bone продолжить заниматься музыкой. На этом все. Спасибо за просмотр. Делитесь видео с друзьями, пишите в комментариях, про какие группы хотели бы послушать еще, подписывайтесь на канал. И всем всего хорошего. Пока.